Одна неделя, 5 историй, только 10 минут, чтобы их рассказать. Сегодня в хит-парад вошли сплошь сюжеты имени Лаврова, если вы понимаете, о чем я. Дебилы. Начнем с международного. Hi, Mr. Vladimir Putin, how are you? Апрель 25-го на экранах наших телеграммов видео с Жан-Клод Ван Даммом. Ван Дамм хочет приехать в Россию, да не один, а с приятелем. Он тоже есть на видео, но на вторых ролях. Это бывший депутат Украинской Рады Александр Онищенко. На родине его с 16-го года преследуют как коррупционера. Там он не появляется, зато передает вот такие приветы в России. We love you. Мы любим вас. Он любит вас. Спасибо. Большой поцелуй России и большой поцелуй Путину и его семье. Family. Right? Правильно? Thank you. Спасибо. Жан-Клод также сказал, что хотел бы приехать к Путину в качестве посла мира и поболтать о чем угодно, кроме политики, например, о спорте и счастье. Актер вспомнил, что еще в 2010-м виделся с российским лидером в Сочи и даже наступил ему на ногу, а тот сказал: «Плохая примета». Интересно, помнит ли Ван Дамм, что он делал в декабре 22-го, и знает ли, что в России за такое бывает? Слава Украине! Героям слава! Где именно записано это видео, неизвестно, зато можно сказать точно, что Ван Дамм в 22-м году был как минимум в Закарпатье, а именно в Ужгороде. Причем был он там почему-то в полиции и в больнице. Это фото с актером опубликовал врач частной клиники, а это местная сотрудница полиции. А вот эту фотографию с ней даже использовали для рекламы в Фейсбуке набора в патрульную службу. Нет, мы и раньше знали, что за деньги Жан-Клод способен на невиданные трюки, но кто бы мог подумать, что у него такой богатый репертуар от шпагата до переобувания в воздухе. Как же все-таки при дворе Путина любят восхищенных иностранцев, периодически их специально вытаскивают под камеры порадовать начальника. Был на неделе и такой случай. Владимир Владимирович, kann ich was verbieten? Привели на заседание Президиума Госсовета немца по видеосвязи. Немец этот по-немецки попросил Путина дать ему гражданство. Путин все понял и с барского плеча сказал: без проблем, alles gut. И вообще немец Путина очень порадовал. Die machen alles kaputt, ne? Зовут его Максим Житников. Такое вот типичное немецкое имя. Ладно, в Германии он действительно жил и довольно долго. Настолько долго, что успел там наделать немало долгов. В 21-м его компанию признали банкротом по суду, сообщил журналист Илья Шипелин. Он же обратил внимание, как грамотно Житников зашел за гражданством. С козырей зашел. Говорит, причем на русском. В Германии детей растить невозможно. У него 2 мальчиков. Из них того и гляди, там сделают геев. Именно из-за детей мы переехали в Россию. Все знают, что современная Европа, Германия впереди планеты всей, пропагандирует нетрадиционные ценности, но мы их не разделяем. Тут у Путина 100% понимания. Сам 2 пацанов растит исключительно в окружении традиционных ценностей, таких как тайный брак и ворованное богатство. Когда вы приводите ребенка в 2 года в садик и ему одевают юбку и красят ногти, это нормально, если он мальчик? Внимательный зритель спросит меня, откуда этот Максим на Госсовете вообще взялся. О, это отдельная история. Дело в том, что Путин с правительством обсуждали развитие в России инфраструктуры для жизни. Как там типа дела с комфортом в регионах. И вот представили Путину Доброград. Доброград – это город, который на свои частные инвестиции построил основатель Аскона Life Group Владимир Седов при активной государственной поддержке. Это такой поселок на самом деле во Владимирской области. Там и живет Житников с семьей и еще 3000 человек. Это такой специальный поселок для иностранцев, желающих жить в России. Не, россиян тоже берут, конечно, но рекламируют именно в качестве рая для релокантов. Особая экономическая зона для бизнеса, спа-отель, лыжный курорт зимой, крупнейший в Европе вейк-парк летом, футбольное поле, волейбольная площадка, теннисный корт. Да ладно, немец какой-то, сюда и Дональд Трамп может приехать. Вы только посмотрите на этот гольф-клуб. Тут я по закону жанра должна для контраста показать какие-нибудь картинки из настоящей России, ну типа такого. Но мне даже как-то неловко прибегать к подобным манипуляциям. Я знаю, что многие из вас смотрят меня откуда-нибудь из Саратова, Новосибирска, с Камчатки и Ростова, Алтая, Дагестана и Еврейской автономной области. И мне вам рассказывать, как выглядит большая часть страны, ну такое. Похожа она на Доброград? Пишите в комментарии. Дно поднимается.
На этой неделе со дна постучали в российском кинопрокате. Никита Михалков, а вернее его киностудия 3T, выпустила «Кракена». Так называется фильм о советских подводниках, которые у берегов США в районе, о боже, это же просто пророчество какой-то, Гренландии, борются с хтоническим чудовищем, спасая мир и Ермака, не того, который руководит офисом президента Зеленского, это пропавший военный крейсер, так называется, «Ермак». Поставлена задача – обнаружить пропавший атомоход. Там на борту твой брат. Я прочла рецензий 15, наверное, на «Кракена». Ни одну из них хвалебной не назовешь. Критики упражняются в основном в иронии. А еще замечают, что там нет ни одного отрицательного героя. Даже сам Кракен, по сути, не злой, просто не любит, когда его трогают. Соцреализм получается. Ну, как бы и ладно. Режиссер Лебедев не смог повторить свой успех, как с «Легендой номер 17», но смог повторить свой провал, как с фильмом «Нюрнберг». Бывает. Но РСТ на фильм потратили 800 миллионов бюджетных денег. 800 миллионов рублей. Какой-нибудь город Похвеснево или Таруса 1,5-2 года на эти деньги мог бы жить. Такой у них бюджет. 800 миллионов. Никита Михалков считает, что выдал сам себе, потому что гендиректор его студии 3T Леонид Верещагин по совместительству председатель экспертного совета фонда кино, который денежки и распределяет. И тишина. Тишина. 800 миллионов – это абсолютный рекорд бюджетных дотаций на кино. Пока, уверена, Никита Сергеевич уже рвется к новым рекордам. За нашу победу. Мария Захарова прокомментировала ракетный удар по Сумам. Она сказала, это было высокоточное попадание по скоплению украинских офицеров на совещании с западными инструкторами. Но обратите внимание на место, которое называет Захарова. Вся эта сходка имела место в ресторане «Магеллан» в городе Сумы. Ресторан «Магеллан». Что-то знакомое название, как будто бы мелькало в новостях, подумала я. Спасибо изданию агентства, что напомнила. Действительно, Захарова уже говорила про «Магеллан» и про сходку украинских военных. Только дело было в другом городе. В высшей степени циничной, лживой была реакция Зеленского на нанесенный 4 апреля российскими вооруженными силами высокоточный удар в ресторане «Магеллан» в Кривом Роге. Ну вот как это понимать? Официальный представитель МИД при нас тут гневается. Как вы посмотрите, как врет Зеленский. И абсолютно беззастенчиво врет сама. Ну или нам нужно предположить, что украинские войска проводят совещания исключительно в ресторанах под названием «Магеллан», как бы намекая российским ракетам. Циничности и еще большего идиотизма ситуации добавляет то, что ресторана «Магеллана» нет вообще. В Кривом Роге рядом с местом удара был ресторан «Розмарин», который когда-то был «Магелланом». Ну, подвели Яндекс.Карты. Только вот в него высокоточные ракеты не попали, а попали они по детской площадке. И забрали жизни 9 детей и 11 взрослых. Следующая история также полностью попадает под меткое определение Сергея Лаврова. Слышно отлично. Контролирую высоту. РИА Новости показали, как военными дронами, которые бьют по Часову Яру в Украине, управляют из башни в деловом центре столицы. Отрабатывали технологию, говорят. Командир поразил цель. Сидя в Москве, в Москва-Сити. Мы находимся от места события за больше, чем за 1000 километров. Люди на видео очень гордятся, что теперь Украину может бомбить любой за полчаса обученный дроновод с помощью мышки. Тестовое задание руководители оценили на 4, но потенциал, говорят, гигантский. А главное, убийце будет намного комфортнее нести смерть на беспилотнике почти что из любой точки мира. Оператор чувствует себя в безопасности, не испытывает никакого психологического давления. И пилотирование гораздо более комфортное. 1,5 часа примерно понадобилось редактору РИА Новостей, чтобы сообразить, с безопасностью все-таки какая-то фигня вышла. Если оператор сидит в башне Москва-Сити, что же это получается? Башня, законная военная цель, и сразу вспоминается, как летом 23-го сюда уже прилетало. Десятки тысяч людей живут и работают здесь, в Москва-Сити. Запускать отсюда боевые дроны – это буквально намеренно их подставлять. Это уже не я вам говорю, а популярный зет-военкор Романов. По видео РИА Новостей расследователи из проекта «Система» установили, что беспилотник запускали из башни Санкт-Петербург, из жилого помещения, похожего на арендованную квартиру. В общем, это и российские военные из отряда националистов «Испаньола» подтвердили. В апартаментах снимали и намеренно в узнаваемой локации. Так что оператору дрона, может, в Москве и безопаснее, чем под Донецком, а вот его сосед за стенкой сейчас думает примерно так.
Дебилы. Что ж, 10 минут прошли, мне осталось только попросить вас лайкнуть это видео, так вы помогаете нам их распространять. Подпишитесь на Ходорковский лайф, если еще нет, комментируйте, пожалуйста, по возможности цензурно и не обидно. Я все читаю.